Раки, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш таро-прогноз на февраль 2023 года. Работаю сегодня с интересными колодами, рождественская Баста Таро из лимитированной коллекции, а также Epic Light Lenormand. Эти малышки будут нам сегодня помогать просматривать ваш событийный ряд. Поэтому подумайте о том, что для вас значимо, знаково, а мы проанализируем все сферы вашей жизни. Итак, общие энергии. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Так, арканы все перед вами. Уверенно вам видны. Приступим. Общая энергия месяца у вас здесь ложится паж мечей. Карта аналитики, сбора и обработки информации, карта колкости. Можете быть обидчивы, может быть слишком восприимчивы, поэтому будете, знаете, это как колючий ежик, отвечать на всем сарказмом, какими-то ремарками. Ну, то есть за словом в карман не полезете, это факт. Ну и мы, помимо всего прочего, это анализировать. Сейчас объясню, что. Допустим, план действий. Или если вы собираетесь переделать какие-то документы. Или наоборот, пытаться что-то восстановить, сделать. То есть это обработка информации в том плане, где лучше сделать, кому обратиться, как сделать, когда, в какие сроки, сколько стоит. То есть вы будете заниматься этими нюансами. Какой именно сферы у вас это будет касаться? Ну, по аркану маг. Это поиск узкопрофильных специалистов или помощи. Или если вы хотите найти для себя хорошего наставника, тренера, руководителя, учителя почему-либо. То есть, это знаете, как искать лучшего из лучших. Вы будете посвящать этому массу времени, чтобы для себя действительно найти того эксперта, который вам поможет решить поставленные задачи. И если будем смотреть вопросы работы, здесь у вас ложится восьмерка жезлов. Карта скорости, карта форсированных событий, очень быстрых перемен. Все будет меняться, знаете, хаос. Для кого-то это ситуация, которая идет в рост, для кого-то это перемены, как переход на новую должность, новую работу, переезды. То есть здесь только будете поспевать. Сейчас будем смотреть и анализировать, как будет отзываться для вас эта информация. Для тех, кто у нас не работает и работать не может, здесь по колесу фортуны шикарное судьбоносное изменение. Почему? Потому что это, знаете, как поймать удачу за хвост, попасть в какую-то определенную, говорю, волну, быть в тренде, то есть узнать новые виды деятельности, новые виды заработка, которые для вас будут, может быть, пассивными, но при этом постоянными. Здесь приток денег фактически из ниоткуда, новые возможности, причем по колесу фортуны это изменчивые условия труда, это фриланс, здесь не быть привязанным к обстоятельствам, плюс какие-то скоропостижные проекты, которые вы, допустим, взяли, отработали и получили за это свою оплату труда. Ну, для вас здесь все шикарно. Для тех, кто у нас ищет работу, солнце. Но я думаю, здесь и добавлять ничего не нужно. Трудоустройство на ту работу, которая для вас является работой мечты. Потому что здесь вас ценят как эксперта, как специалиста, и вам будет здесь куда расти. Солнце – это замечательный карьерный рост. Это перспективы, в принципе, сделать хорошую карьеру в каком-то крупном предприятии. Это работа с хорошими условиями труда, с хорошим окладом. Ну и, в принципе, работа, которая разжигает в вас творческий потенциал. Потому что здесь, ну, на работу как на праздник. Если будем смотреть ситуацию для наемных сотрудников, опять же, колесница, и здесь восьмерка жезлов. В связке два аркана интерпретируются как карьерный рост, повышение, новые возможности. Далее, как, допустим, вас перемещают в новый филиал предприятия, командировка, по итогам которой вас могут повысить, опять же, увеличить вам оклад, дать бонусы, премии. И здесь вы, в принципе, можете перейти на новую работу, но здесь будете ради этого переезжать. То есть другой город, другой регион, может быть, другая страна. Для тех же, у кого свой собственный бизнес, падает двойка жезлов. Для вас это держать руку на пульсе, то есть развивать текущее дело и искать почву для инвестиций в новое русло. Ну, здесь сама ситуация тоже более чем плодотворна. Кстати, очень часто раки мне писали в комментариях, я вам отвечу на этот вопрос. Вроде бы как два последние расклада я не озвучила информацию для наемного персонала. Так вот, есть такая особенность, те, кто делает расклады, пусть даже сами для себя, меня поймут.
Когда вы находитесь в потоке, вы не то что не анализируете сказанное, вы подаете информацию так, как вам идет. Ну, как, не знаю, как объяснить. Знаете, как будто вам кто-то нашептывает в ухо. Не подумайте, я не сумасшедшая. Ну, то есть ваша задача, это, знаете, как успеть все сказать. Вот все, что у вас на текущем этапе на голове, в языке. И не всегда идет это так структурно, как вам бы хотелось. Хотя я пытаюсь контролировать структуру расклада. Но если я что-то, ребят, упускаю, ну, к сожалению, значит, так нужно. Значит, допустим, в этот момент для вас нет знаковой или значимой информации, либо не будет каких-то глобальных перемен. Поэтому отнеситесь, пожалуйста, к этому с пониманием. Сейчас посмотрим финансовый аспект. У вас здесь ложится рыцарь мечей. Рыцарь мечей – это, конечно же, траты. Траты связаны с переездом, с перемещением. И более того, это просто будут очень большие расходы. Я сейчас посмотрю, с чем это будет сопряжено. Секундочку. Так, с чем будут сопряжены ваши траты? Башня. О, ребятки мои, внимание. Я не хочу вас пугать, услышьте меня. Предупрежден, значит вооружен. И пусть лучше я буду 10 тысяч раз являться, знаете, как неправой, но лучше вы подстрахуйтесь себя, подстрахуйтесь в этих аспектах. По башне это могут идти в связке с рыцарем мечей очень серьезные геополитические изменения вследствие боевых действий. И в 2023 году это будет касаться не только территории Украины, но и территории других стран. Поэтому к этому месяцу я вам рекомендую запастись финансами, ресурсами. Кому-то, может быть, подумать об удаленной работе, а кому-то действительно, может быть, на время уехать в другие регионы. Потому что здесь, ну, знаете, как есть риск терять много. Я вам говорю об этом честно, откровенно, из песни слов не выкинешь. Еще раз повторюсь, предупрежден, значит вооружен. Поэтому главное здесь эту информацию использовать во благо. Для тех, кто, по сути, и так уже живет в условиях войны, рыцарь мечей и башня – это очень большие траты. Траты связаны вот по башне. Все, что связано с вопросами недвижимости. Ремонт, восстановление, еще здесь просто, знаете, обустройство, либо покупка каких-то дополнительных, не знаю, может быть, там генератор, что-то еще для дома. Потому что расходы очень серьезные, связанные с жильем. Либо, если вы едете на отдых в самом лучшем таком классном варианте, это существенные траты на гостиницу, на какой-то дорогостоящий отдых. Ну, то есть тут существенно будет бить по карману. Либо была заявлена одна стоимость, по факту оказалась совершенно иная, то, на что вы не рассчитывали. Если будем смотреть вопросы состояние здоровья, тройка мечей. Вот здесь из-за стрессового фактора, опять же, видите, перекликается. Может быть нарушение сердечного ритма, нарушение работы сердечно-сосудистой деятельности. То есть у кого-то аритмия, тахикардия. Самое главное не нервничать, чтобы не довести себя до каких-то прединсультных, прединфарктных состояний. Еще раз объясняю, предупрежден, вооружен. Эту ситуацию можно изменить. Если у вас, тем более вдруг в этой нише, в этой сфере могли ли место быть какие-то проблемы, либо хронические заболевания, до февраля месяца постарайтесь, может быть, пройти УЗИ сердца, пообщаться с кардиологом, сдать необходимые анализы. И если есть какая-то там подоплека, ее устранить, пропить препараты, проколоть препараты, чтобы вы здесь были как огурчик. И вот это все ушло в небытие. Поэтому, ну, здесь еще раз объясню. Это стрессовый фактор. Это не внезапно просто жили и резкое ухудшение состояния здоровья. Нет, какой-то момент на стрессе. Поэтому здесь обратите на это внимание. Так, вопросы личной жизни. Десятка чаш. Ну, вот здесь все замечательно. Жизнь полная чаша. Любовь, комфорт, гармония, у кого-то примирение, воссоединение, если были ссоры и конфликты со второй половиной и с членами семьи. Но будем сейчас прояснять это для всех. Итак, для тех, кто у нас свободен. Для тех, кто свободен, как мы видим по пятерке жезлов, но это бороться за свое счастье. Здесь будет новое знакомство, которое поспособствует вам, знаете, как изменение себя, изменение модели поведения, изменение вашего характера. Потому что здесь будет как полная перестройка, внутренняя борьба с самим собой за построение счастливого союза. Если вы у нас в любовных треугольниках, то десятка чаш и король жезлов – это преобладание страстей, это укрепление отношений в большей степени как с любовником идет. Если меня смотрит мужчина, то это вы будете пылать, гореть страстью, это будет желание построения новой семьи. Но здесь, видите, двойка пентаклей, жить-то на два двора, поэтому ситуация останется неизменной. Для тех же, кто у нас в стабильных союзах,
Девятка пентаклей. Радость, самодостаточность, комфорт, полноценность бытия. И десятка чаш, девятка пентаклей – это какие-то совместные действия и усилия, направленные на сохранение материальных ресурсов, на увеличение финансовых возможностей вашей семьи, вашей пары. Может быть, какие-то траты или покупки связаны с какими-то вашими далеко идущими планами. Так, что здесь относительно совета и рекомендаций? Туз мечей. Туз мечей – это, знаете, как не время наматывать сопли на кулак, это время принятия кардинальных решений. Может быть, в чем-то резких решений. Но, знаете, ситуация будет требовать того, чтобы вы здесь не мешкали. То есть быстро, резко, не откладывая на потом, продумывать ситуацию и ваши действия на 10 шагов вперед. Поэтому месяц будет в чем-то непростым. И я могу сказать вам по другим знакам зодиака, это так и есть, вот те, которые я уже анализировала. Но кто разбирается в астрологии, я думаю, глядя на период февраля-марта 2023 года, вы все прекрасно понимаете, какой хаос там будет твориться. Понятно, что не все это прочувствуют, не на всех это отразится, но в большинстве своем это заденет большую часть населения планеты. Поэтому, я говорю еще раз, предупрежден, значит вооружен. Смотрим с вами на неожиданность периода. Какова здесь будет ситуация? Дом, медведь и падает гора. Ох, и здесь ключ. Открывать новые двери, новый дом, новое жилье, новые возможности. И знаете, для кого, вот если смотреть по этим картам, это такая вот позиция и ощущение «мой дом, моя крепость». Для кого-то это открывать новые двери, дом за рубежом, дом в горной местности, дом в другом регионе, где вы будете ощущать себя безопасно, это в первую очередь. Помимо всего прочего, здесь, вы знаете, как перспективное вложение денег в долгосрочный проект. Удачное, выгодное, крупное приобретение, приобретение недвижимости. Также здесь это может идти доход с недвижимого имущества, жизнь на ренту, да, то есть то, что вы сдаете жилье. Но если в плане работы, допустим, для кого-то это стать управляющим какого-то коттеджного поселка, дома, потому что здесь, кстати, или просто быть управляющим недвижимостью, если вы занимаетесь вопросами аренды, субаренды и прочих нюансов. То есть здесь арканы вам дают позитивное значение, позитивные возможности. Ну и в целом не зря я вам сказала, что как обезопасить себя. Кстати, еще вот такой момент: дом, медведь, гора и ключ. Это долгожданная победа в суровом испытании, либо в каких-то очень сложных соревнованиях, где вы наконец-то оказываетесь на коне. Ну, в этом случае по аркану дом это соревнования в рамках вашей страны. Вот такой вот расклад, вот такой вот период. Февраль, как я говорю, встряхнет многих. Самое главное, чтобы для вас это все отыгралось в позитивном контексте. Это очень важно, и я все для этого сделаю. Так, ну а вы, пожалуйста, как всегда, по прошествии периода напишите мне, как для вас отыгрался этот месяц, эта информация, какие перемены у вас в жизни состоялись, что в принципе как бы происходило. Если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я же вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь и до новых встреч.